Всем привет! Сегодня хочу показать вам быстрое панно, которое можно сделать в подарок в гости. Для этого потребуется палочка и 6 отрезков по 1,30 м, 1,50 м длиной, которые мы складываем напополам и крепим лицевым креплением на нашу палочку. Все делаем, как показано на видео. Складываем напополам и надеваем отрезки. Когда мы с вами надели отрезки, то сейчас будем делать квадратные узлы. Берем 4 нити, складываем левую нить дугой, правую кладем поверх, создавая крест, и через низ проводим нашу нить. Далее совершаем все наоборот. Делаем с правой стороны дугу, левую кладем поверх и через низ проносим в дугу. У нас получается такой язычок с перемычкой. Надеюсь, вы видите, перемычка слева. Сейчас мы повторяем то же самое. И это у нас называется левосторонний квадратный узел, потому что перемычка у нас образовывается слева. Главное тут понимать, что мы сначала делаем дугу слева, потом справа. Также можно делать сначала справа дугу, а потом слева. И это будет у нас различие в том, что узел будет правосторонний. Да? Мы вот проделали с вами один ряд из 3 узлов. Сейчас мы переступим ко второму ряду и скрепляем наши узлы, беря 2 нити из первого и из второго узла. Делаем все точно так же. Дуга слева, потом дуга справа. И на втором ряду у нас получается с вами 2 узла всего лишь. У нас создается некий такой треугольник. И последним рядом, третьим, у нас будет единственный узел, который будет скреплять первый и второй узел второго ряда. И, получается, завершилась у нас такая пирамидка вниз. Далее я хочу сделать окантовку репсовым узлом. Берем боковую нить, она у нас будет ведущей, а следующую нить складываем лодочкой и прищепками, пальцами заводим в лодочку и захватываем нашу нить 2 раза, наматывая одну нить следующую, которая идет у нас по диагонали вниз. На видео также все понятно видно. Лодочка, прищепка. И доводим до середины нашего изделия. То есть вот последний узел делаем только 2 репсовых узла. И с другой стороны то же самое. Тут внимательно ведущую нить кладем, поверх нее накладываем лодочку и прищепкой захватываем. Каждую нить 2 раза наматываем, чтобы узел был крепким. И также доводим до середины нашего полотна. А в конце мы можем провести в любую сторону, будет такое смещение. То есть мы вот проделываем до конца уже, как вы видите на видео. Сейчас берете вот эту нить, которая у нас была ведущей, и мы ее тоже на 2 раза наматываем. Видите, чуть-чуть идет в бок такое. На самом деле, далее вы можете задекорировать как угодно. Я вот решила, что я проведу еще репсовые такие узлы вниз, но исключу, например, самую боковую нить. Вот, и я надеюсь, что вы здесь сможете как-то придумать, может быть, сделаете вообще квадратными узлами, они у вас будут идти по диагонали, либо вы сделаете один ряд репсовых узлов, второй ряд, и получатся такие стрелочки. Я за свободу в макраме, как вы знаете, и буду рада любым вашим работам. Так что присылайте, показывайте, что у вас получилось. Главное, что вы поняли, как вяжется у нас квадратный узел и репсовый. И если вы получаете от этого удовольствие, то плетите с удовольствием, с радостью, дарите свои работы окружающим и украшайте свои дома. Все, всем спасибо большое. Надеюсь, все у вас получится. Когда доделаете работу, нам останется с вами только подрезать наши концы так, как вам захочется, и немножко их распушить. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, пока-пока.